Эта роскошная особа не постарела за 95 миллионов лет. Зачем шикарный цветок управляет жуками? Какой грех совершали люди ради этого дерева? Поговорим о магнолии. Магнолия – дерево с цветами фантастической красоты. Как настоящая королева, она первая сообщает всему миру о наступлении весны. В период, когда другие растения только начинают распускать почки, магнолия уже цветет. Ее цветение начинается в апреле и завершается в конце мая. Цветы покрывают растения еще до появления зеленых листочков, и это первое яркое событие в любом саду. А некоторые сорта цветут еще и летом, с августа до самой поздней осени. Цветки магнолии бывают белые, желтые, кремовые, розовые, пурпурные и фиолетовые, а также переходных оттенков. У разных сортов диаметр цветка может быть от 15 до 30 сантиметров. Форма цветка бывает звездчатая, лилиевидная, чашевидная. Род магнолия сегодня насчитывает около 240 видов. Часть из них сбрасывает листья на зиму и цветет в начале весны. Другая часть вечно зеленая, цветущая с июня по август. Некоторые виды – невысокие кустарники, а есть и деревья высотой до 30 метров. Магнолии растут 100 лет и более, и с каждым годом становятся пышнее и краше. У магнолии есть свой древний секрет. Одно из старейших и первое цветковое растение на Земле, магнолия, украшала планету еще во времена динозавров, 95 миллионов лет назад. Она зародилась задолго до появления на планете пчел. Как быть? И в опылении ей помогали жуки, которые могут заползать даже в закрытый бутон и переносить пыльцу с тычинок на пестик внутри бутона и на соседние цветы на ветке. Это называется самоопыление. А потом и между разными деревцами. Это перекрестное опыление. Бутон магнолии теплый на ощупь. Иногда в бутоне на 10 градусов тепла выше, чем в окружающей среде. Для жучков это как хорошая гостиница, где под каждым лепестком им готов и стол, и дом. В бутонах магнолии они греются прохладной ночью, питаются пыльцой, которая богата белком, и спят там же. Часть пыльцы цепляется на лапки и спинку жуков. И так они переносят пыльцу на рыльце пестика. По сей день такой процесс опыления происходит у многих видов магнолии. Стоит отметить, в природе растений перекрестное опыление имеет важнейшее значение для выживания. Если пыльца одного дерева попадает на цветки другого дерева, то получаются новые комбинации генотипов. Это усиливает устойчивость всего вида и его приспособляемость к разным условиям обитания. Древняя магнолия предусмотрела и это. Чтобы ограничить самоопыление внутри бутона, разработан древний изящный механизм. Ночью в закрытых бутонах тычинки активно выделяют пыльцу, но женская часть цветка, пестик или плодолистик, перестает принимать пыльцу. А днем, когда цветки раскрыты, тычинки перестают вырабатывать пыльцу,
Но пестики активно ее принимают, когда жуки с пыльцой других деревьев перелетают и переползают к ним в надежде найти пищу. Так получается перекрестное опыление. И деревья в порядке, и жуки довольны. Жуки, поедая пыльцу, могут повредить и сам цветок. Но магнолия и к этому приспособилась. Цветок имеет более плотный кожистый лист, чтобы выдержать вес насекомого и не быть им поврежденным или съеденным. Эти детали делают цветы магнолии особенными на фоне остальных цветов. Ночью можно услышать, как внутри бутона жучки скребут лапками. Пчелы в закрытый бутон проникнуть не могут, попадают только жуки. А когда цветок раскрывается, то пчелкам часто уже не остается пыльцы. Они просто летят на ванильный запах магнолии. Однако для пчелы это может быть даже опасно. Вечером лепестки цветка закрываются. Если пчела на тот момент осталась в цветке, то могут поломаться ее крылышки. Также могут пострадать и бабочки. Новые современные гибриды магнолии опыляются уже и пчелами, но древний механизм опыления жуками, отработанный миллионы лет, работает четко. У названия магнолия есть правдивая давняя история. Жил-был во Франции ботаник Шарль Плюмье. По поручению своего короля Людовика XIV он путешествовал в заморские земли. Однажды он навестил Мартинику, около Южной Америки. На этом цветущем острове Плюмье увидел удивительные деревья, которые он привез в подарок королю, и дал этому чуду название в честь другого французского ботаника Пьера Маньоля. Название Маньолия прижилось, а потом стало звучать как магнолия. С тех пор в Европе началась магнолиевая лихорадка. Все садоводы пожелали заиметь магнолию в своем саду и стали красть деревья друг у друга. Однажды было похищено сразу 30 деревьев. По слухам, их переправляли в Голландию и меняли на луковицы тюльпанов. Кражи приняли такие масштабы, что пришлось вмешаться парламенту для прекращения воровства. Современные магнолии растут на Дальнем Востоке, Япония, Корея, Китай, в Средней Азии, Гималаи, в Северной и Южной Америке, в Африке и в Австралии. В каждой местности есть свои любимые и традиционные виды магнолии. Некоторые новые сорта, специально выведенные селекционерами, уже выдерживают заморозки до минус 30 градусов и хорошо прижились в северных районах. Во времена правления китайского императора лепестки магнолии подавали на императорский стол в качестве деликатеса. Именно поэтому магнолии выращивались только в императорском саду и были символом чистоты и наслаждения для императора, сына неба. Если же император дарил кому-то цветок магнолии, то это считалось высшей наградой. В викторианскую эпоху влюбленные отправляли цветы магнолии в качестве тайного сообщения. В японской культуре магнолия означает достоинство, настойчивость и любовь. Во времена самураев в Японии из древесины магнолии создавали рукояти и ножны японских мечей. Магнолия – символ выносливости, вечности, долгой жизни. Она доказала это за миллионы лет. В восточных странах магнолию вплетают в букеты невест и в прическу. Вид магнолия лекарственная используется в китайской медицине уже 2000 лет. Кора и цветы применяются как противовоспалительное и успокаивающее средство.
В азиатской кухне бутоны маринуют и используют как приправу к чаю, салату и к рису. В Европе магнолия применяется для ароматности тортов, лапши, сэндвичей и риса. Листья магнолии абавата удобны для упаковки пищевых продуктов и приготовления блюд. Древесина магнолий высоко ценится за прочность, долговечность и красивый рисунок волокон. Ее используют в производстве мебели, столярных изделий и музыкальных инструментов. Магнолия почти не содержит смолы, отлично сохраняет заданную форму. Прежде чем начать обработку древесины, ее выдерживают около 10 лет. А вы знаете, как пахнет цветок магнолии? От сладких конфет до терпкого лимона, от цитрусовой свежести до пряного меда. Магнолия предлагает множество ароматов. По мнению ученых, аромат магнолии активизирует части мозга, которые имеют дело с эмоциями, памятью и мотивацией. Магнолия помогает снять стресс, депрессию и беспокойство. Это растение для поднятия настроения можно вырастить прямо у себя в саду, но нежелательно ставить букет цветущей магнолии в закрытом помещении, чтобы не вызвать головную боль. Аромат магнолии в парфюмерии любим так же, как и аромат розы. Эфирное масло магнолии довольно редкое, поскольку его получают из цветов одного вида китайской магнолии белого цвета. Натуральные масла перегоняют с помощью пара. Размножаются магнолии посевом семян, прививкой, и черенкованием. Если посадить семена, то цветение дерева может начаться только через 10-15 лет. Но владельцам сада всегда хочется ускорить этот процесс, поэтому прививка и черенкование – наиболее популярные способы. Магнолии легко выращивать, и они относительно не повреждаются вредителями. Магнолии посвящаются картины, стихи, песни. Знаменитая французская песня Сальватора Адамо описывает магнолию в Бейруте. Quand le soleil en transparence dessinait mille magnolias, mille magnolias. Александр Вертинский написал и исполнил танго «Магнолия». Испанка замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету. Многие помнят ритмичный символ магнолий ансамбля «Ариэль». Не зная горя, 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 в краю магнолий плещет море. Сидят мальчишки на заборе, и на меня наводит грусть. Цветущие магнолии расписывают посуду, изящными цветами украшают полотенца, постель, одежду и многое другое.